Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами рецептом одного из самых любимых в нашей семье тортиков. Если вы любите торт Наполеон, то я уверена, и этот торт вам тоже понравится, потому что в нем заварной крем. Я готовила этот торт на день рождения мамы. Это был сезон клубники. Но также этот торт можно приготовить и с малиной, и с черной смородиной, и даже с черникой. На самом деле, какая ягода у вас есть, то туда можно и положить. Но если вы решили приготовить этот торт не в сезон ягод, а зимой, то свежие ягоды легко можно заменить фруктовым или ягодным пюре. Также очень вкусно получится сделать этот торт с персиками. Приготовление торта начнем с выпечки коржей, и для них нам потребуется 4 яйца, 190 грамм пшеничной муки, 20 грамм кукурузного крахмала, 160 грамм сахара, 30 грамм сливочного масла и 10 грамм разрыхлителя. Белки отделяю от желтков. Белки отправляю в дежу, начинаю их взбивать на низкой скорости, постепенно ее увеличивая. Когда в деже начинает образовываться небольшая пенка, в белки добавляю половину сахара. И белки взбиваю до твердых пик. Желтки с оставшейся половиной сахара взбиваю до увеличения объема массы в 3 раза. В отдельной миске смешиваю сухие ингредиенты и перемешиваю венчиком. К желткам добавляю 1/3 часть белков. Затем половину сухих ингредиентов и перемешиваю до однородности. В получившуюся массу отправляю еще 1/3 белков и вторую половину сухих ингредиентов. Перемешиваю. В этот раз я уже пользуюсь лопаткой и мешаю сверху вниз. Стараюсь перемешать так, чтобы белки полностью разошлись в массе и не осталось неперемешанных участков. Беру небольшой объем теста и смешиваю с мягким сливочным маслом. Но мое масло было достаточно твердым, поэтому я его растопила импульсами в микроволновке до жидкого состояния. Так оно легче перемешается с тестом. Получившуюся массу отправляю обратно к тесту и перемешиваю. Когда масса стала однородной, добавляю последнюю часть белков и перемешиваю до однородности лопаткой сверху вниз, аккуратно, чтобы белки не опали. Получившееся тесто переливаю в кольцо диаметром 18 см, предварительно обтянутое фольгой, и отправляю выпекаться в духовку при температуре 170-180 градусов около 30 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Готовность проверяю на сухую шпажку. Готовый бисквит оставляю остывать в форме. Теперь приготовлю крем. Мне понадобится 370 грамм молока, 3 яйца категории С0, 16 грамм кукурузного крахмала, 125 грамм сахара, 80 грамм белого шоколада, 100 грамм сливочного масла, 50 грамм сгущенки, 8 грамм желатина и 48 грамм воды. Первым делом приготовлю желатиновую массу. Желатин замачиваю в холодной воде и отставляю на 15 минут. Молоко выливаю в сотейник и ставлю на огонь. Пока молоко греется, подготовлю яйца. Просто разобью их в отдельную миску. В молоко добавляю часть сахара, остальное смешиваю с крахмалом. Сахар с крахмалом отправляю в яйца и слегка взбиваю венчиком. Необходимо добиться однородной консистенции.
так как крахмал должен полностью разойтись, чтобы в готовом креме не образовывались комочки. И, конечно, не забываем про молоко. Его тоже надо периодически помешивать, чтобы оно не пригорело. Когда молоко хорошо разогрелось и готово уже закипеть, аккуратно добавляю небольшое количество в яйца и постоянно помешиваю, чтобы яйца не сварились. Молоко возвращаю на плиту, переливаю в него яйца с молоком. На среднем огне, постоянно помешивая, довожу до загустения. Таким образом завариваю крем. Когда масса остынет до 69-70 градусов, добавляю в нее желатиновую массу и хорошо перемешиваю. В дижу миксера отправляю шоколад, сгущенное молоко и сливочное масло. Заливаю все горячей частью заварного крема. Все хорошо перемешиваю миксером. Получившуюся массу переливаю в емкость и накрываю пленкой в контакт. Даю остыть до комнатной температуры и переставляю в холодильник до полного остывания. Теперь подготовлю ягоды и сироп для пропитки. Ягоды очищаю от листочков и нарезаю на небольшие ломтики. Как я уже и говорила, использовать можно не только клубнику, но и малину, ежевику, бруснику, хотя с ней я еще не пробовала готовить. Очень хорошо подойдут персики, нектарины и другие некислые фрукты и ягоды. Теперь сироп. Для него нужно 30 грамм сахара и 150 грамм воды. Готовить его легко. В воде растворяем сахар. Можно прокипятить 1-2 минуты и остудить. Но у меня времени уже не было, я просто растворила сахар в воде. Остывший бисквит достаю из кольца при помощи пластикового ножа, чтобы не испортить кольцо. Бисквит струной нарезаю на 3 коржа. Шапочку не выкидываю, из нее можно сделать кейк-попсы или съесть, запивая чаем. И приступаю к сборке торта. Форму устанавливаю на подложку и застилаю края ацетатной пленкой. Укладываю первый корж и при помощи силиконовой кисти пропитываю его сиропом. На хорошо пропитанный сиропом корж выливаю 1/3 часть крема и разравниваю ее. Сверху на крем выкладываю порезанную клубнику, не жалея ее. Чем больше положите, тем больше будет ее в каждом кусочке тортика. Следующий корж опять пропитываю сиропом. Укладываю его мокрой стороной на крем с клубникой и слегка придавливаю. Сухую сторону тоже пропитываю сиропом и выливаю на него следующую 1/3 крема. Крем разравниваю. Сверху опять выкладываю порезанные ягоды клубники. И также поступаю с третьим коржом. С двух сторон пропитываю сиропом, укладываю на крем с клубникой, заливаю оставшейся частью крема, но клубникой сверху не посыпаю. Важно очень хорошо разровнять крем. Это будет верхушка моего торта. Конечно, еще торт будет покрыт сверху творожным кремом, но чтобы крем лег как можно ровнее на торт, необходимо верхушку тортика сделать максимально ровной. Торт, ничем не покрывая, отправляю в морозилку на несколько часов, в идеале на ночь, чтобы торт успел замерзнуть. Теперь приготовлю крем для оформления. Для него потребуется 270 грамм творожно-сливочного сыра, 90 граммов сливочного масла и 80 грамм сахарной пудры. Важно, чтобы сыр и масло были комнатной температуры. Выкладываю их в дижу миксера, слегка перемешиваю венчиком, чтобы масло и сыр объединились, а далее добавляю сахарную пудру и взбиваю.
Готовый крем перекладываю в кондитерский мешок. Замороженный крем освобождаю от кольца и ацетатной пленки. Полностью покрываю творожным кремом. Не переживайте, если не хватило покрыть торт полностью кремом из мешка. Я буду выравнивать торт шпателем и излишки крема переносить на верхушку торта. Спатулой торт переношу на другую подложку и завершаю выравнивание торта. В таком виде отправляю торт обратно в морозилку, чтобы он хорошо промерз. И приступаю к приготовлению шоколадных подтеков. Для них я буду использовать темный шоколад. Мне потребуется примерно 80 грамм. И примерно 60 грамм сливок жирностью 20%. Нижний край торта я решила украсить шариками из воздушного риса. При помощи ножа я легко поддеваю торт, он заморожен и никуда не свалится и не потечет. И прижимающими движениями прикрепляю шарики на нижний край тортика. Чашку со сливками и шоколадом отправляю в микроволновку, растапливаю и перемешиваю до однородности массы. Консистенция должна быть средней густоты, не совсем жидкая, чтобы сразу не стечь. И этой массой поливаю края тортика. Создаю подтеки. Если я хочу, чтобы подтеки были длиннее, даю массе стечь чуть-чуть больше. На еще не схватившийся шоколад устанавливаю ягоды. Сначала укладываю крупные, затем более мелкие. Обязательно украшаю веточками мяты. Без зелени летом торт, мне кажется, не торт. Но вы можете украсить торт по своему желанию и вкусу. Это очень нежный и вкусный торт. Готовится он несложно, и я уверена, он украсит любой ваш праздник. Попробуйте его приготовить и вы. Напишите в комментариях свои впечатления о нем. Очень надеюсь, что этот рецепт и это видео было для вас полезным. А если так, поддержите меня лайками, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.